Это видео про мой самодельный навигатор велокомпьютер. Собрав велокомпьютер на графическом экране от Nokia, меня одолела идея сделать велокомпьютер с навигацией. Черно-белые экраны привлекали своей читаемостью на ярком солнце и низким энергопотреблением, однако доступных по цене экранов с приемлемым разрешением я найти не смог. Имевшийся 128/64 с малой диагональю явно не подходил под навигатор. Несмотря на засилие рынка велокомпьютеров с относительно дешевыми вариантами, а также на имеющийся у меня Garmin Dakota 20, я никак не оставлял идеи запилить свой проект. Поэтому стал рассматривать варианты цветных дисплеев, которыми богат AliExpress. Так, в итоге я пришел к плате с народным названием «Дешевый желтый дисплей», где цветной экран был распаян на плате с контроллером ESP32. Это было несомненным плюсом в портативном устройстве. Однако, учитывая разрешение дисплея, я осознал, что 320 кБ RAM будет недостаточно для работы с графикой и картами. Тогда, после дальнейших поисков, я пришел к выбору платы Guition, которая имеет дисплей с большей диагональю и разрешением, а также дополнительную память PS-RAM на 8 МБ. В процессе заказа я сделал выбор на версию с резистивным экраном, так как он нечувствителен к каплям воды, которые обычно мешают управлению на емкостных сенсорах. В качестве GPS-приемника я заказал самый дешевый Neo 6M с маленькой антенной. Получив все заказанное, я приступил к первым тестам. Дисплей удалось запустить лишь на библиотеке Arduino GFX. С пресловутым LVGL разбираться не хотелось, поэтому весь графический интерфейс разрабатывал сам. Первым делом я подключил GPS-приемник и вывел данные на экран. Далее я взялся за карты. Мне уже была известна тайловая структура карты OpenStreet, поэтому за выбором источника карт вопрос не стоял. Нужно было разобраться с преобразованием координат, благо все формулы уже есть. Промучившись неделю с инициализацией SD-карты, которая конфликтовала с контроллером сенсора, я в итоге смог сделать скроллинг карт, записанные на SD. Далее я реализовал загрузку необходимых тайлов через Wi-Fi с сохранением на SD-карту. Это потребовало внедрения очереди загрузки с тайм-аутом, так как тайлы не грузятся мгновенно. Также для исключения подвисания пришлось задействовать второе ядро ESP32 для загрузки тайлов. Все это работало не очень быстро, но уже могло показывать местоположение на карте. Разобравшись с сенсором, я сделал скролл карты, а также добавил кнопки для зума. Далее я попробовал реализовать запись трека с его отображением. Данные хранятся в оперативе, благо тут ее более чем предостаточно. Приступив к разработке компаса, я решил попробовать алгоритм поворота массива изображений на произвольный угол, чтобы в дальнейшем применить такой подход к повороту карты. Однако такой вариант был очень медленным и приводил к выпадениям пикселей. Поэтому компас я решил сделать графическими примитивами, а про поворот карты решено забыть. Следующим решением было добавить слой спутниковой карты Google. С координатами тайлов было полное совпадение, однако сами тайлы хранились в JPEG формате, в отличие от OpenStreet, где был PNG. Это привело к еще большему снижению производительности. Тут наконец осенило, что все это время в процессе рисования тайлы каждый раз читались с SD-карты и декодировались в растер. Поэтому я организовал растровый буфер PS-RAM, где рисуемые тайлы хранятся в несжатом виде и распаковываются туда с SD-карты по мере необходимости. Это позволило повысить FPS 5 раз, лишь во время подгрузки тайлов наблюдаются просадки. На экран я добавил кнопку смены слоя, добавление точки интереса, перезагрузки тайла под курсором, а также возврат карты к текущему местоположению. Затем в верхней части экрана я сделал панель информации, где отображается пока не работающий заряд батареи, состояние Wi-Fi, время GPS, состояние очередь загрузки. Здесь я решил оставить тот алгоритм вращения. И, наконец, уровень сигнала GPS, определяемый по количеству спутников. В процессе тестирования я обнаружил, что азимут, выдаваемый библиотекой GPS, имеет неадекватное значение, поэтому я сделал расчет азимута движения относительно предыдущих координат. Также добавил указатель направления до текущего местоположения относительно центра экрана при скроллинге карты с расчетом дистанции между ними. Для реализации функционала добавления точки интереса необходимо было разработать интерфейс экранной клавиатуры.
Стандартная раскладка не очень подходила под вертикальный экран. Вариант как на Гармине с алфавитом по порядку казался сильно неудобным, поэтому я разделил стандартную раскладку построчно пополам и уместил ее вертикально. Кириллица имеет больше символов, поэтому знаки препинания остались только на латинской раскладке. С иконками я решил ничего не сочинять и просто взял гарминовский набор в количестве 250 штук. Постепенно навигатор обрастал иконками в главном меню. Так появился пункт профиля высоты трека. Есть пункт с информацией о спутниках. Есть компас, пока без функционала. Сделать часы с GPS временем из интернета. Ну и самый первый пункт — это карта. Дорабатывая профиль высоты трека, я решил сделать один график с фиксированным масштабом, а второй общий на всю длину с автоматическим. Тут можно заметить, что я заменил антенну на квадратную побольше, так как наблюдается проблема с приемом спутников. Новая антенна несколько улучшила ситуацию, но холодный старт все равно занимал несколько минут. Мало-помалу я добавлял функционал в разных режимах, добавил стрелочный спидометр с графиком скорости, а в профиле высоты добавил кнопки масштаба по аналогии с интерфейсом Garmin. Тут можно оценить, как работает спидометр и компас с указателем до выбранной точки. Так выглядит путевой компьютер, где мини-карта соседствует с различными навигационными данными. Имея доступ в интернет, не грех получать оттуда прогноз погоды. Однако популярный OpenWeather в нынешних реалиях оказался недоступен, поэтому я запустил OpenMeteo, который также представляет прогноз погоды по местоположению. Разобравшись с форматом GPX, я реализовал запись трека в файл. Чтение тоже работает, но не факт, что получится корректно прочитать сторонний файл, так как формат изобилирует множеством тегов. Тестируя прибор в уличных условиях, я пытался отловить различные баги. Иногда возникали перезагрузки, так как ESP32 не любит зависание и производит сброс. Во время загрузки тайлов происходили повреждения файлов. Я грешил на корявый код и нестабильный интернет, но 2-гиговая карта со временем посыпалась совсем, по неизвестной причине. Также иногда при холодном старте библиотека GPS выдавала 99 год, поэтому пришлось подправить ее код. Чтобы не добить плату с GPS-модулем, таская ее везде, я напечатал временный корпус. В какой-то момент стали происходить непонятные скачки местоположения в чистое поле. Иногда вообще выкидывал соседние регионы. Это не было похоже на программный сбой, скорее реакция на поддельный GPS-сигнал. Со временем поведение менялось, а спустя время навигатор стал рисовать круги. С этим я уже поделать ничего не мог, благо происходило это лишь в определенных местах. Расширяя функционал главного меню, я сделал кнопку управления подсветкой. Также добавил быструю метку, которая ставит флаг на текущем местоположении, включает навигацию до него. В путевом компьютере появились кнопки записи трека и кнопка активности, которая влияет на параметр автопаузы и на шкалу стрелочного спидометра. Имея такой большой цветной экран, не грех добавить несколько игр. Я просто переписал свои старые проекты, которые делал на мобилке в Медлет Паскале. А пятнашки написал с нуля за пару часов. Размышляя о дополнительных слоях карт, я захотел добавить популярные и наиболее актуальные 2GIS и Яндекс. С первым проблем никаких не возникло, а вот у Яндекса оказалась эллиптическая проекция, поэтому тайловые координаты не сходятся. Наткнувшись на статью Хабра, где даже запилили сервис с преобразованием тайлов под OpenStreet сетку, я обрадовался, но сервис приказал долго жить, поэтому пришлось по указанным формулам самому делать перерасчет тайловых координат и добавлять смещение. Это решение оказалось работоспособным, лишь иногда заметны пропуски между тайлами из-за разницы в координатной сетке. Чтобы не полагаться на один только GPS, я добавил модуль магнитного компаса и барометр для альтиметра. Однако есть нюансы. Компас нормально работает только в горизонтальном положении, к тому же требуется коррекция магнитного склонения, которое различно по всей планете. А для альтиметра периодически требуется коррекция текущей высоты, так как она зависит от атмосферного давления, которое не постоянно. В меню настроек я добавил менеджер точек доступа Wi-Fi, график мониторинга заряда аккумулятора, а также вывод информации о занятости оперативной памяти в устройствах E2C. Настало время сменить корпус, который удалось напечатать успешно со второй попыткой. На задней крышке я установил площадку быстросъемного крепления, напечатанную по подобию Garmin.
внутренней стороны я приклеил литиевый аккумулятор от старого телефона DNS S4502 емкостью 4 Ампер-часа. Далее нужно переместить всю требуху из тестового корпуса. Но перед этим я решил проклеить рамку дисплея двухсторонним спениевым скотчем, чтобы минимизировать протекание. Установив дисплей с платы в новый корпус, я проверил ее работоспособность. Затем установил антенну GPS. Я отпаял датчики EEPROM, чтобы разместить их в задней крышке. Припаяв все внешние модули, я вновь включил аппарат с надеждой, что ничего не поломал. Зафиксировав модуль термоклеем и подключив антенну, можно закрывать заднюю крышку. Теперь, чтобы включить навигатор, нужно вставить толкатель кнопки в корпус. Сбоку корпуса я сделал прорезь под стилус. Напоследок осталось натянуть бампер, который я напечатал из полиуретана. Помимо защиты от ударов, он еще закрывает слот SD-карты и разъем USB. Настало время установить прибор на велосипед и провести полевые испытания. Как и ожидалось, экран слепнет на ярком солнце, но на максимальной подсветке что-нибудь разглядеть можно. А пасмурную погоду все видно замечательно. Ночью подсветку можно убавить до минимума. Тут видно, что резистивный экран никак не реагирует на капли дождя. В целом весь реализованный функционал работает исправно. Конечно, есть еще варианты доработки интерфейса, например, добавить в путевой компьютер панели с информацией в пустующее место. Загрузка карты на ходу также работает без сбоев на новой SD-карте. Правда, скорость Wi-Fi, розданного с телефона, оставляет желать лучшего. Однако к локальным проблемам с GPS-сигналом стали добавляться повсеместные ограничения мобильного интернета, что в совокупности сводит на нет актуальность данного велокомпьютера ввиду отсутствия внешних датчиков. Рассмотрим напоследок интерфейс и функционал велокомпьютера. Включается он кнопкой сбоку, и на экране отображается разного рода системная информация. Далее нас встречает главное меню, где самый первый пункт – это карта. Здесь можно двигать карту во все направления, менять масштаб и переключать слои. Точка интереса добавляется по центру экрана. Можно изменить координаты, задать иконку и название. Сохранив точку, мы видим ее на карте с названием, которое скрывается после определенного масштаба. Снизу слева кнопка «Обновить из интернета тайл» под курсором, а правее кнопка возвращения центра экрана к текущему местоположению. И далее кнопка выхода в меню, где второй пункт отображает информацию о спутниках. Следующий пункт с часами GPS NTP из интернета. Далее компас, где стрелка показывает на север по магнитному датчику, который требуется калибровать, вращая корпус в разных плоскостях. Также требуется указать магнитное склонение.
Пятый пункт меню – это прогноз погоды в текущих координатах, который берется с сервиса OpenMeteo. Далее графики профиля высоты записанного трека, а затем стрелочный спидометр, шкала которого зависит от режима активности. В путевом компьютере я так и не придумал, какие еще добавить показатели. Внизу здесь есть кнопка включения записи трека и выбор режима активности, влияющий на параметр автопаузы. Здесь список записанных треков, которые можно открыть для отображения на карте, но навигации по нему пока нет. В списке точек интереса можно переключить порядок сортировки по дистанции до точки. Справа показан азимут от текущего места. Можно отредактировать название, координаты, иконку, удалить точку или включить навигацию на нее, которая просто рисует прямую до точки на карте, а на компасе показывает направление и дистанцию до нее. Меню с настройками недоделано, но уже можно управлять точками доступа Wi-Fi. Можно добавить точку из найденных, либо ввести свою по названию. В списке сохраненных точек можно отредактировать данные, либо удалить точку. Они переключаются по очереди, в случае, если текущие недоступны. Также соединение Wi-Fi можно отключить, что несколько снижает энергопотребление и расход оперативной памяти. Информация о потребляемом трафике основана лишь на размере загруженных тайлов. Следующий пункт настроек отображает информацию о батарее, в том числе график напряжения с сеткой в 2 часа. Далее пункт с информацией об оперативной памяти и устройствах И2C. Пункт с карты памяти лишь отображает ее занятый объем. С Bluetooth пока не срослось, а этот пункт переключает язык на английский. Вернувшись в главное меню, здесь можно увидеть кнопку быстрой метки, которая ставит флажок на карту по текущим координатам, включает навигацию. В левом нижнем углу кнопка переключает 5 уровней яркости подсветки, которые помимо этого еще и отключаются при бездействии. Следующая кнопка включает блокировку сенсора экрана, для включения которой требуется 3 раза подряд нажать на кнопку, перескакивающую в случайные места. И наконец меню с играми, которые я уже показывал ранее. Сюда я еще добавил порт игры «Убей крота», который я так и не доделал более 15 лет назад на медле Паскале. Далее рассмотрим структуру карты памяти. По названиям папок можно понять, что здесь хранятся тайлы карт. В случае необходимости тайловый кэш можно загрузить на компьютер через программу SAS Planet. В папке Tracks хранятся записанные треки в формате GPX. В корневом каталоге первый файл хранит статистику заряда батареи для отображения графика. Второй файл хранит точки интереса в формате GPX. Ну и последний файл содержит данные о сохраненных точках доступа. Остальные параметры я решил хранить во внешней EEPROM 24C04, так как своей памяти у ESP32 нет, а SD-карта не очень надежное место. Эти параметры важны при включении и содержат информацию о состоянии навигатора перед выключением, такую как выбранное меню, зум и слой карты, последние координаты, режим записи и имя файла трека, а также разного рода настройки. Это важно, чтобы навигатор продолжил работать в случае непредвиденной перезагрузки, которых, к слову, в последнее время замечены не были. Также вся графика интерфейса хранится в коде программы в виде массивов, чтобы девайс не окирпичился в случае сбоя SD-карты. Во избежание потери данных, в случае сбоя во время записи файла, данные записываются во временный файл, после чего старый файл замещается новым. Ввиду специфики схемотехники дисплейного модуля в организации питания, а именно управление одной кнопкой, важно следить за состоянием записи данных перед выключением. Для этого я сделал индикатор на верхней панели состояния. Эти особенности схемы не позволяют управлять питанием программы, поэтому о автоматическом выключении и спящем режиме пришлось забыть. Также преобразование напряжения батареи до 5 вольт с последующим понижением до 3,3 негативно сказывается на энергопотреблении, которое составляет около 400 мА на максимальной яркости экрана. Из-за нереализованных идей осталась возможность использования Bluetooth датчиков скорости и каденса, так как нехватка оперативной памяти накладывает ограничения на использование Bluetooth библиотеки. Также есть идея добавить файловый менеджер для доступа к SD-карте через веб-браузер. Ну и не помешало бы расширить спектр настроек и отображаемых данных. Однако всяческие ограничения связи поубавили интерес к данному девайсу.